Привет! Привет всем любителям науки! Мы опять находимся в нашей лаборатории, и сегодня я вам представлю великого, величайшего фокусника всех времен и народов Герасим Всемогущий! Это я! Что, показать тебе какой-нибудь фокус? Конечно. Итак, например, пускай будет фокус вот с этой вилкой. Видишь, проверь, обычная вилка или нет. Обычная вилка. Обычная вилка, с ней можно показать только такой фокус. Смотрите, берем вилку, зажимаю ее в ладошке покрепче. Вот так, раз, два, три. Вау! Видал? Она держится. А вот так можешь повернуть? Вот так. Она держится, смотрите. А? Каков я? Вот обычная вилка. Да я попробую. Давай. Смотри. Раз, два. И все, пальцы опускай. Ну что ж, ничего не получилось, друзья мои. Потому что секрет этого фокуса мы вам раскрывать не будем. Но почему мы это показали? Почему? Почему? Потому что мы еще раз пытаемся доказать всему миру, всем умненьким детям, взрослым, родителям, бабушкам, дедушкам, чтобы удивлять людей, нужно быть не только фокусником, но и немножко ученым. Да, мы сегодня попытаемся показать вам фокус, который вы можете сделать дома, удивить друзей на вечеринке. Мне кажется, что вообще люди кричать будут: ух ты, вот это да, не может быть. Да, будут задыхаться и погибать от удовольствия. Так вот, для этого нам понадобятся следующие вещи. Во-первых, нам понадобится физика, потому что физика здесь имеет ключевое значение. Но я, наверное, сначала заявлю название, чтобы было интересно, правильно? Фокус будет называться «Несгораемая купюра». А я, кстати, скажу, если кто-то узнал, как я сделал фокус с вилкой, вы пишите в комментариях обязательно, и мы посмотрим, кто из вас самый внимательный. В кадре был момент, так сказать, пасхалочка, которая вам подсказывает. Ну что же, для того, чтобы этот фокус сделать, нужно взять купюры, которые вам не жалко. В наше время это доллары, да. Нам их не жалко. Конечно, потому что курс падает, и мы решили, пока они совсем не обнулились, сделать с ними дорогостоящий фокус. Следующее, смотрите, что нам обязательно понадобится, это вот мы договорились, потом выберем их. Потом нам обязательно понадобится для этого фокуса обычная вода. Да, водичка из-под крана. Чем холоднее вода, тем лучше, но она может быть и горячая. Любая вода нам подойдет. Нам понадобится еще одна жидкость, прозрачная, похожая на воду. Называется она огненная вода. Это подойдет любой огненный продукт, такой как, например, спирт. Ты вслух-то сказал, да? Но у нас контент смотрит и взрослая аудитория, поэтому спирт опаснейшая жидкость, которую употреблять вовнутрь ни в коем случае нельзя, но она для опыта нам понадобится. Она будет гореть, она даст нам горение. И, конечно, нам понадобится сам огонь. Да, спички мы не используем, потому что спички детям не игрушки. Да, поэтому покупайте зажигалки. Ты каждый раз рассказываешь одну и ту же шутку. Но это же и прекрасно. Еще рекламируешь магазин, в котором мы купили. Ладно, этот магазин называется «Все для детей». Ну и, конечно, безопасность самое главное. Даже так как мы все-таки будем с огнем, перчатка, которая будет защищать нас от огня. Да, перчатка с 5 пальцами, очень огнеупорная. И, конечно, вот такой черный экран, чтобы огонь было видно лучше, потому что, мы не сможем выключить совсем свет, потому что иначе не будет видно нас. Да, но этот экран можете не использовать, если этот фокус показываете друзьям, потому что они так все увидят. Глаза видят больше, чем видит камера. А это специально для того, чтобы вам, как зрителям, было приятно смотреть. Ну что же, мы рассказали, что мы будем делать, что для этого используем. Давай расскажем, может быть, какими физическими законами мы будем манипулировать. Смотрите, первое, что хотелось бы, давай экран оставим. Мы возьмем, держи тебе зажигалку. Ага. Максим берет зажигалку, я беру 100-долларовую купюру, окунаю давай. ее в спирт. Ага. И мы посмотрим, что с ней произойдет, если ее поджечь. Вау! Покажи на экране. Нет, все, пускай воду, быстрее, воду. Все, смотрите, она сгорела. Пожалуйста. 100 долларов горят все-таки.
фокус не удался, мы испортили реквизит. Ладно, эта денежка нам уже не понадобится, мы ее убираем подальше. Но мы возьмем более старую теперь купюру и... Опустим ее в воду. Да, в самом начале мы ее опускаем в воду. И желательно ее хорошо промочить. Давай даже подождем немножко, чтобы она хорошо намокла. Потому что в следующих роликах мы еще вам расскажем о способностях воды, насколько она мокрая и самая ли она мокрая. А я в таком случае беру эту старую купюру, она уже не понадобится. Давай смотри, я мочу ее с другой стороны в воде, и ты попробуешь ее поджечь. Ну, давай попробуем. Итак, внимание, поджигаем мокрую купюру. Не горит. Не горит. А почему? Она же потому бумажная. что Ну-ка, давай еще. Давай. Ты же понимаешь, что мокрые предметы, пока не высохнут, загореться не могут. Интересно, вот мы и нашли. А подожди, давай сейчас проверим. Кто-нибудь же смотрел до этого наш ролик, который называется «Пожарный треугольник». И, соответственно, обязательно посмотрите, чтобы понять, почему огня не появляется на мокрой купюре. Чего мы лишаем наш замечательный огонь, чтобы он появился? Да, в общем, смотрите, мокрая купюра не горит. Это очень важно. Ну и сейчас... Как раз мы уже, наверное, готовы к тому, чтобы сделать наш замечательный фокус. Готов? Вот мокрая, прям очень мокрая, даже капает, видишь, вода, вот прям промокла со всех сторон. Показываем, что произошло. Купюра намокла, она хорошенько пропиталась водой и готова к тому, чтобы мы показали обалденный фокус. Для того, чтобы все получилось, Герасим, ты превратишься в поджигателя. Да, Я буду все-таки держать в руках огненную купюру. Скажи, мы будем показывать вот здесь или все-таки повернем экран вот так, чтобы было лучше? Давай, видно? я буду держать и буду поджигать. Да. Ну что, готовы? Все-таки безопасность, еще раз говорю, самое главное. Мы берем мокрую купюру. Она очень мокрая, видите, слипается даже. И тут нам предстоит ее опустить в спирт. Ну что? Опустили ее в спирт, и теперь смотрите внимательно. Раз, Мы два, поджигаем. три. 3. Опа! О, горит. Огонь потух. Но купюра осталась Невредимая. невредимая и даже сухая. Она подсохла, смотрите, она чуть-чуть пропиталась. Горячо было в перчатках? Ну, очень, да. Видали, если кто-то видел, как горит эта купюра, смотрите, она просто высохла, но с ней ничего не случилось. Вот для сравнения я вам даю ту купюру, которую мы поджигали до этого. Ну что же, давайте тогда еще раз проведем этот замечательный фокус. Денежки мы окунаем теперь в спирт. В спирт, внимание, сейчас будет очень интересно. Ну что же, смотрим. Надеюсь, что сейчас будет еще ярче. Готов? Итак, поднимаем купюру, подними повыше. И поджигаем ее, внимание, воу, купюра горит, яркое пламя, о боже мой, воу. Все. Включаем свет, пау, и смотрим. Купюра невредима, даже почти сухая, и примет ее практически любой банкомат за границей. Итак, объяснение этого фокуса. Почему же купюра не сгорает до такого состояния и почему она сохнет? Подводка была сделана. Мы с вами использовали способности воды, а вода обладает одной прекрасной способностью. Высокой Емкостью. И вода, когда купюра мокрая, она все тепло вбирает в себя. То есть она как емкость, которая собирает тепло, вбирает все тепло в себя, и купюра сама, ее бумага, не загорается, потому что вода начинает забирать активно тепло. То есть огонь, наш спирт, когда горит, сушит воду, но не использует как топливо саму нашу бумагу. Вот отличное, кстати, объяснение, мне понравилось. Да? Да, именно поэтому она осталась невредима. В общем, вот такое вот сухое объяснение, но очень яркий, красочный фокус. Чтобы приготовить самый гениальный фокус, нужно обратиться к настоящим ученым. Между прочим, с катушкой Тесла в предыдущих роликах мы показывали эксперименты. Пересмотрите, если вам интересно. Ну в общем, подписывайтесь на наш канал. Не знаю, можно ли ставить лайки, но хотим бы, чтобы вы писали комментарии. Обязательно напишите комментарии про фокус с вилкой и встретимся в следующих видео.